Всем привет! В этом видео я подробно расскажу, как я вязала этот джемпер. В этом джемпере соединена круглая кокетка и обычный реглан. Это единственная его особенность. Вяжется он сверху вниз. В общем-то, здесь сложностей каких-то особых нет. Я подробно все это сейчас буду рассказывать. Я вязала из пряжи Alize Baby Best. Это пряжа такая же, только другой цвет. Состав 90% акрил и 10% бамбук. В 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Цвет пряжи, из которой я вязала, 72-58. Осталось у меня вот такой небольшой моток. То есть это была упаковка. Ушло практически 500 граммов пряжи на весь джемпер. Эту пряжу я получала из интернет-магазина MyBobbin и показывала в своей посылке. Под видео будет ссылка на интернет-магазин и на промокод 5% вы получите скидку на весь раздел вязания при заказе пряжи и других товаров для вязания в этом магазине. Размер получился 52 примерно, и по сантиметрам, как обычно, я сейчас расскажу. Длина джемпера 67 сантиметров, ширина 56 сантиметров. Высота кокетки я измеряла частями. Сначала круглую кокетку я измерила по спинке, поскольку здесь у меня, несмотря на то, что это круглая кокетка, я вязала верхний росток. Можно вязать точно так же. Я имею в виду такое же соединение круглой кокетки с регланом и с азиатским ростком. Я буду рассказывать так, как я вязала. Я измерила по спинке от начала воротника до конца круглой кокетки. У меня получилась длина этой кокетки по спинке 14,5 сантиметров. А длина регланной линии уже после кокетки еще 12 сантиметров. Планку горловины здесь также можно вязать любой высоты. Можно как свитер вязать, можно покороче вязать. У меня высота планки горловины 5,5 сантиметров. Рукав. Ширина рукава в начале рукава 21 сантиметр. Затем я измерила вот здесь перед резинкой, вот так немного расправив, у меня получилось 13 сантиметров. И резинка тоже слегка вот так расправила и измерила, получилось 10 сантиметров. Длина рукава по внутреннему предполагаемому шву, здесь швов нет, 40 сантиметров, то есть длина рукава полная. В джемпере использовано два вида узоров. Это резинка. Резинка меняется. Здесь 1 на 1, есть 1 на 2 и так далее. Я буду сейчас это все рассказывать. И лицевая гладь. Рукава. На рукавах резинка 2 на 2. По нижней части также резинка 2 на 2, а начинала с резинки 1 на 1. Как рассчитать? Здесь расчет обычный, как при обычном реглане примерно. Почему? Не потому, что здесь именно круглая кокетка и реглан, а я сделала расчет, как при обычном реглане, для того, чтобы мне провязать верхний росток более правильно. Поэтому я условно его разделила, количество петель, которое мне было необходимо для начала вязания, условно разделила на спинку, перед и рукава. Только для того, чтобы правильно рассчитать, как разворачиваться, вязать укороченные ряды для верхнего ростка. Я исходила из расчета при плотности вязания в 1 сантиметре 2 петли. И я набрала на спице 100 петель. То есть я для начала вязания взяла 50 сантиметров. И дальше уже вязала, рассчитывала уже по ходу вязания, вот здесь, когда реглан. Значит, начнем с самого начала. Итак, набрала для планки горловины 100 петель и провязала резинкой 1 на 1 15 рядов.
Вот 5,5 сантиметров у меня получилось. И дальше я провязала 12 рядов ростка. Такой же точно росток, как при обычном реглане, укороченными рядами, начиная в лицевом ряду, затем в изнаночном ряду, не довязывая определенное количество петель. Итак, как я разделила? Для того, чтобы мне рассчитать этот росток, я разделила условно петли на спинку, рукава и перед и скорректировала с учетом этого ростка. И у меня получилось на спинке 33 петли, на рукавах по 14 петель и на переднюю часть 39 петель. Я не выделяла регланные линии, просто разделила на то количество частей, о котором я уже сказала. Итак, 33 петли спинка, и дальше по 14 петель рукава. Я распределила их для ростка следующим образом: 5, 4 и 4, также на втором рукаве. То есть от начала вязания, когда я начала вязать росток, я провязала, начало вязания — это начало спинки. Я провязала 33 петли, которые я оставила на спинку, и дальше 5 петель рукава, развернулась в изнаночном ряду, также провязала до конца ряда и следующие 5 петель развернулась, и дальше 4, 4, 4 и 4. Таким же образом, по узору я сейчас скажу, таким же образом, не довязывая петли, уже переходя на переднюю часть, я не довязывала 2, 3, 4 и 5. С этой стороны также 2, 3, 4, 5. И в центре у меня осталось 13 петель, которые не вошли в ряды, в которых я делала развороты. И теперь по узору. Если бы я вязала азиатский росток, то я бы сразу, начиная вязать круглую кокетку, провязала после планки горловины резинки 1 на 1 в первом ряду все петли я увеличила бы наполовину. То есть из каждой лицевой петли нужно вывязать в первом ряду 2 лицевые, а изнаночная остается одной изнаночной. То есть переходим на резинку 2 лицевые, 1 изнаночная. Но так как я вязала сначала росток укороченными рядами, как я сделала прибавление? От начала ряда, провязывая петли спинки, я сразу в этом ряду прибавила из каждой лицевой петли, вывязывая 2 лицевые. Затем перехожу на рукав, провязываю эти 5 петель, о которых я сказала, и в них также выполняю прибавление. Затем развернулась, провязала ряд по изнаночной стороне до второй точки разворота по изнаночной стороне. Затем разворачиваюсь снова ко второй точке разворота, иду по лицевому ряду, и здесь те петли, которые я в изнаночном уже 5 петель провязала, в следующем лицевом ряду по ним уже я снова делаю прибавление, то есть из каждой лицевой петли вывязываю 2 петли. Провязала лицевой ряд до второй точки разворота, и когда я по лицевому ряду иду ко второй точке разворота, вот здесь между 5 и 4 петлями, я эти петли, которые идут до точки разворота, в общем, все петли, которые я захватываю при вязании ростка в лицевом ряду, я уже делаю прибавление в лицевых петлях. Изнаночные не трогаю. И так полностью по всем точкам разворота. Да, провязала не 12 рядов, как я сказала, ростка, а 14 рядов, 7 точек разворота, 3 по рукаву и 4 по передней части. Всего 7 точек разворота, то есть 14 рядов. И провязав эти 14 рядов, последний изнаночный ряд, 14 ряд, последний изнаночный, и в следующем ряду я уже начала вязать все полотно по кругу, то есть всегда по лицевой стороне. И в этом первом ряду после 14 рядов ростка я провязала оставшиеся петли, увеличивая их также вдвое. Таким образом, увеличив каждую лицевую петлю вдвое,
У меня было изначально 100 петель, и на спицах получилось 150 петель. После ростка резинкой 2 лицевые, 1 изнаночная я провязала 6 рядов с 1 по 16 ряд. После этого, это все я уже вяжу только по лицу, по кругу. После этого я увеличила каждую изнаночную петлю вдвое, и получилось 2 лицевые, 2 изнаночные. Просто из протяжки поднимала петлю изнаночную в данном случае, и таким образом еще на 50 петель у меня увеличилось количество петель. В 7 ряду увеличила и провязала 12 рядов резинкой 2 на 2 по кругу с 7 по 18 ряд. В 19 ряду я еще увеличила каждую изнаночную дорожку на 1 петлю, прибавив еще 50 петель. И получилась у меня резинка 2 лицевые, 3 изнаночные уже. Таким образом я провязала резинку 2 лицевые, 3 изнаночные с 19 по 30 ряд. В результате у меня на спицах получилось 250 петель. Всего получается, что после ростка я провязала еще, вот резинкой прибавляя, так как я сказала, 30 рядов. Дальше я перешла на вязание лицевой гладью и стала вязать уже обычным регланом. Для регланных линий я выделила по 2 петли на каждую регланную линию. Это 8 петель, 2 по спинке, 2 по передней части. На перед и спинку я оставила по 74 петли и на рукава по 47 петель. Так петли распределила и вязала обычным регланом, прибавляя петли по краям регланных линий в каждом лицевом, вернее, здесь все лицевые, в каждом нечетном ряду. Прибавляла по 2 петли. Таким образом я провязала всего регланом 26 рядов. За это количество рядов у меня прибавилось 104 петли, и на спицах стало 354 петли. Если считать от начала вязания после планки, то 30 рядов это резинка и 26 рядов реглан. Всего кокетка 56 рядов после ростка. Если считать вместе с 14, то прибавляйте еще 14 рядов ростка. После реглана на спинке у меня получилось и передней части по 100 петель, и на рукавах по 73 петли и 8 регланных линий. После этого я, как обычно, начала соединять тело, спинку и переднюю часть, и отсоединила рукава. Начало вязания у меня теперь вот так же. Начало спинки было по кругу, так же, как я и начинала это вязание. И я провязывала петли спинки, каждую 2 петли регланных линий, 1 петля у меня идет на рукав, 1 на перед, также по спинке. Получилось 102 петли спинки, затем я отсоединила 75 петель рукава, сделала подрезы, добавила по 10 петель, провязала 102 петли переда и также 10 петель подреза. И вязала ровным полотном от подрезов вниз лицевой гладью, провязала 90 рядов. Лицевой гладью 90 рядов. Затем перешла на резинку 2 на 2 и провязала резинкой 2 на 2 20 рядов. Петли закрыла обычным способом, путем протяжки, провязывая петли по узору и протягивая через предыдущую петлю, не затягивая, свободно, чтобы было. Полотно очень хорошо, очень эластичное получается. Дальше я перешла на вязание рукавов. Я пересняла
дополнительный сбросовой нити обратно на спицы 75 петель рукава, которые снимала, и по подрезу набрала 10 петель. У меня получилось 85 петель, но для того, чтобы количество петель было равным, я убавила одну петлю в первом ряду. Когда набирала, вот здесь в конце перед подрезом я провязала 2 петли вместе. Или с этой стороны, неважно, с какой стороны провяжете. Итак, на спицах у меня 84 было петли. И сначала я начала делать убавление клином. То есть не от начала ряда, начало и конец ряда теперь это середина подреза. И убавление я начала, убавляя петли по краям подреза. Каким образом? В третьем ряду вязания рукава от начала вместе, считая наборный ряд, первый ряд, который я набирала, в третьем ряду я провязывала так. От начала ряда кромочная, затем 4 лицевые петли, 2 вместе с наклоном вправо. Затем провязала до конца ряда, когда осталось недовязанными 6 петель, я провязала 2 вместе с наклоном влево и 4 петли оставшиеся. Четвертый ряд провязала без убавлений. В пятом ряду от начала ряда 3 лицевые, затем 2 вместе. В конце ряда остается недовязанными 5 петель, провязываю 2 вместе, 3 петли. Следующий шестой ряд провязываю без убавлений. В седьмом ряду от начала ряда 2 лицевые, 2 следующие лицевые вместе лицевой. В конце ряда также 2 вместе, 2 лицевые. Восьмой ряд без убавлений. В девятом ряду в начале ряда 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Довязываю ряд до конца, остается недовязанными 3 петли, провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. И дальше последующие убавления я делала так, как вот в девятом ряду, оставляя в начале и в конце ряда по 1 лицевой. И по краям от них делаю убавление в сторону предполагаемого шва. То есть в начале ряда с наклоном вправо, в конце ряда с наклоном влево. Дальше я делала еще убавление, начиная, так, в девятом вот я закончила клин, и следующее убавление я сделала в 15 ряду, и после этого клина я провязала еще 10 убавлений в каждом шестом ряду, то есть в 15, 21, 27, 33 и так далее. Последнее убавление было в 69 ряду. То есть после клина у меня осталось так 76 петель, и затем я еще 10 убавлений, убавляя по 1 петле в начале и в конце ряда, убавила еще 20 петель. И на спицах у меня осталось 56 петель. Это что касается именно части лицевой глади. В резинке я еще сделала 2 убавления. Всего лицевой гладью от начала вязания рукава я провязала 70 рядов. Затем перешла на резинку 2 на 2. И здесь также я сделала еще 2 убавления, убавив в 5 ряду по 1 петле в начале и в конце ряда, и в 11 ряду в начале и в конце ряда. Убавила еще 4 петли, 52 петли осталось. Оставшиеся петли провязывала без убавлений. Всего от начала резинки до конца я провязала резинкой 34 ряда. Петли закрыла также путем протяжки, провязывая петли по узору. И на этом рукав был готов. Аналогичным образом связала второй рукав. Стирала джемпер в стиральной машине и сушила в горизонтальном положении. Утюгом не гладила, не отпаривала. Петли расправились и так хорошо. Если вязать не верхний росток, а азиатский росток, то тогда, как я сказала, в первом сразу ряду после планки горловины сразу увеличиваем петли, каждую лицевую петлю вдвое. Изнаночная 1 остается, 2 лицевые и 1 изнаночная. Количество рядов можно оставить такое же, провязать также. И потом уже провязав
реглан вывязать азиатский росток. Можно те же 14 рядов, можно сколько вы хотите рядов, насколько вы хотите, чтобы глубокая была горловина, можно меньше провязать. Уже после этого провязать азиатский росток и затем уже соединять спинку и перед и добавлять подрезы. Все вяжется довольно просто, никаких сложных узоров. И за счет резинки вот здесь кокетка очень хорошо садится по фигуре. Что касается других размеров, здесь расчет такой же. Набираете для себя, я набирала петли исходя из 50 сантиметров, для большего размера возьмите большее количество сантиметров. Главное, что количество петель в начале должно быть четным, так как здесь резинка 1 на 1 и дальше также резинка. И рассчитываете. Можно провязать точно такую же кокетку на, допустим, на больший размер, такое же количество, но если вам этого количества петель будет недостаточно, провязав 26 рядов реглана, просто вяжите больше рядов по реглану до того количества, пока вам недостаточно будет количество петель по спинке, переду и рукавам. Но лучше, конечно, слишком длинную регланную линию не вязать, а лучше изначально на больший размер набрать просто большее количество петель. И тогда, в принципе, у вас также все и сложится. Как разделить петли именно на рукава и спинку? Здесь также можно использовать обычный расчет реглана именно от самого начала, а можно сделать как я. Я просто примерила на себя, отметила, где мне нужно, где должны быть у меня регланные линии, и примерно рассчитала. А можно также еще рассчитывать, рассчитав петли уже с учетом регланной линии. Допустим, вы измерите, что вам до полной кокетки нужно провязать, например, еще, допустим, вот у меня какое количество, да, получилось, там, сколько у меня, я говорила, 12 сантиметров или 14, и посчитайте, сколько у вас в конце получится петель. Достаточно вам этого будет или недостаточно? Если недостаточно, значит, увеличиваете регланную линию. Если достаточно, то уже из этого количества рассчитываете, сколько петель вам нужно будет в конце вот здесь, на рукава, на спинку и на переднюю часть. И затем уже из этого общего количества высчитываете то количество петель, которое вы прибавите за время вязания реглана, прибавляя петли в каждом нечетном ряду. Вот, например, у меня получилось на рукаве 73 петли. Вот я для себя определила, мне нужно 73 петли. Я провяжу регланом 26 рядов. Значит, я отнимаю от этих 73 петель 26 петель, так как я за время вязания 26 рядов реглана прибавлю на рукаве 26 рядов. То есть отнимаю, получается 47. Вот мое количество петель, которое я оставила на рукава после провязывания круглой кокетки. То же самое на передней части. В конце у меня получилось 100 петель без учета регланных линий, то есть за минусом уже регланных линий. Отнимаю 26 петель, получается 74 петли. Вот это количество петель, которое у меня на спинке и на передней части после провязывания круглой кокетки. Вот, в принципе, и все. Если остались какие-то вопросы, задавайте. На этом у меня все. Я желаю вам всего самого-самого доброго и до встречи в моих новых видео.